Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте. Киев призвал жителей подконтрольного ВСУ Запорожья готовиться к зиме без света. Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что централизованное электроснабжение не будет вообще. Давайте готовиться к худшему. Если будет лучше, будет супер, сказал глава Запорожской области Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона. Александр, а к чему все это? Там жути нагоняют? Или реальные проблемы с энергетикой дошли уже до такого, что официальные власти призывают к блэкауту? Не первый представитель украинской администрации подобного рода заявления делает. Крайне противоречивая информация идет с той стороны о доступных электро- и теплогенерирующих мощностях, которые до сих пор можно задействовать. Крайне противоречивая информация про электросетевые мощности. Ну, как говорил Сунь Цзы, война– путь обмана. Вот. Поэтому, когда мы слышим заявления в стиле там 30% мощностей поражены, и из этого у нас делают поразительные выводы, что ну как бы все, там уже электричества нет, ну это, мягко скажем, странное мнение, странное по довольно простой причине. Вот процитированное мною сейчас про 30% звучало в октябре 2022 года. Потом и в 23-м, и в 24-м годах говорили и про 30, и про 50, и про 90, и про 80% пораженных мощностей. Но давайте пробежимся немножечко вот по состоянию на конец 2021 года. Сколько мощностей было на подконтрольной Киеву территории? Порядка 55 гигаватт. Из этого объема, я буду подсматривать шпаргалку, если вы не против, из этого объема теплоэлектростанции 21,8 гигаватт, атомные электростанции 13,8 гигаватт, теплоэлектроцентрали 6,1 гигаватта, далее гидроэлектростанции 4,8, гидроаккумулирующие электростанции 1,5 гигаватта, солнечные 5,5 и еще немножечко, чуть более гигаватта ветроэлектростанций. С тех пор ветроэлектростанций стало больше, но не принципиально. То есть и солнечная генерация, и ветровая генерация никакой абсолютно роли в данной ситуации не играют. Их можно выбросить, забыть. И говорить мы можем про 50 гигаватт оставшихся, если вот мы берем и выбрасываем эти объемы. Если мы их убираем, мы замечаем, что на той территории, которая сейчас подконтрольна Российской Федерации, располагается, ну, порядка 10-12 гигаватт из того, что я сейчас перечислял. Самая заметная электростанция– это Запорожская атомная электростанция. 6 гигаватт установленной мощности электрической. А если мы посмотрим на те объемы, на объемы генерации, которые ну, более или менее точно подвергались вот силовому воздействию, то мы можем сказать, что сейчас на подконтрольной Киеву территории доступных мощностей, работающих с точки зрения установленной электрической мощности, от 28 до 36 гигаватт. Примерно. Еще раз. Мы не знаем точно, что починили. Мы не знаем точно, что поломано настолько, что уже не починят. Мы не знаем точно, какой объем был выведен в пике из эксплуатации. Но я могу тут напомнить, что в октябре 2021 года порядка 8-9 гигаватт постоянно были недоступны на территории Украины из-за нехватки топлива. 21 год. А октябрь? 21 октябрь. То есть руководство Украины непосредственно с той конфигурацией территории, с тем количеством населения, с тем количеством промышленности, ну, в принципе, справлялась с выводом из эксплуатации украинской генерации местами, наверное, даже лучше, чем вот, так сказать, силовое воздействие, которое оказывается в данный момент. Если что, возвращаемся в начало ролика, в той части, где думайте. Ну, а теперь про доступность даже не в Запорожской области как таковой, потому что Запорожская область по Конституции Российской Федерации, понятно, да?
Вот. А поговорим в целом про подконтрольную Киеву территорию. Будут ли проблемы? Безусловно, будут. То есть, безусловно, будут, потому что в этом есть несколько составляющих. Извините, говорить на эту тему немножечко тяжеловато. Так вот, на эмоциональном уровне, если угодно. Так вот, здесь есть несколько составляющих. Первую я уже, описал. То есть выведены из эксплуатации генерирующие мощности. Плюс часть генерирующих мощностей, которые были в 2021 году, сейчас недоступны киевскому режиму. Но часть поломанного восстановили. Привезли некую мобильную генерацию. В каких объемах? Мне неизвестно. Если у вас есть такая информация, вы обязательно напишите. Можете с координатами. Если не напишите, что ж. Так вот, мы не знаем, сколько удалось восстановить, какие мощности мобильной генерации сейчас доступны. И мы не знаем, что из того, что восстановили, продолжит ломаться, когда потребление электрической энергии, когда потребление тепловой энергии достигнет пиковых значений. Кроме того, есть еще одно обстоятельство. Называется электросетевое хозяйство. Дело ведь не в том, чтобы произвести электрическую энергию, а дело в том, чтобы произвести электрическую энергию и доставить до потребителя. А вопрос про надежность электросетевого хозяйства на Украине – это вопрос, который задавался на протяжении практически всей истории независимости Украины вплоть до 2022 года. То есть, мягко скажем, не текущая ситуация заставила говорить, а будет ли все работать, если вдруг нам нужна электрическая энергия, сможем ли мы ее получить, будет ли у нас дома тепло, кстати, потому что износ основных фондов по ряду направлений составлял порядка 85% к 2022 году. Местами веерные отключения происходили до начала силового воздействия на электросетевую и электрогенерирующую инфраструктуру Украины. То есть, как бы там изначально все было не очень хорошо. А тут есть вот некие входящие, влетающие дополнительные факторы, которые могут еще усложнить эту ситуацию. Усложнение этой ситуации, еще раз подчеркиваю, будет не потому, что новое что-то прилетит и поломает, а потому что уже настолько изношено оборудование, даже не поломанное, даже то, которое не подвергалось никаким воздействиям, что никаких гарантий, что оно просто не перестанет работать зимой. А кроме того, то, что починили, та же история. То, что починили, тоже зимой может перестать работать. Потому что, знаете, на починку могут выделиться деньги, материалы. А если все равно потом это поломают, то какой смысл все деньги и все материалы пускать на ремонт? Если вы нас смотрите с подконтрольной Киеву территории, просто задумайтесь, вот как вы думаете, даже в другое время, вот все деньги, выделенные на ремонты, доходили до ремонтов, или где-то вот эти деньги могли рассасываться по дороге? Все ли материалы, вся ли материально-техническая часть, выделяемая на ремонты, использовалась для ремонтов в полном объеме? Или тоже где-то могла рассасываться? Где, кстати, резервная генерация, которая должна была использоваться на мощностях южной ветки нефтепровода «Дружба», идущей через территорию Украины, когда крупная генерация вдруг отрубалась, и украинская сторона говорила: ой, а вы знаете, а мы не можем прокачивать, вот у нас вот оборудование остановилось, правда? А резервную генерацию вы куда дели? У вас она там должна быть. Где она? Кто ее куда-то потерял? Понес ли он ответственность? Или зачем? Вот думайте. Вот. Поэтому, когда данный персонаж говорит о чем-то таком, если бы он был, как бы человеком ответственным, как бы радеющим за вот население, то он бы, наверное, перечислил, что вот у нас есть такие-то мощности. Я понимаю, конечно, война – путь обмана, я, собственно, уже цитировал эту фразу. Хорошо, не конкретные мощности, но мы можем обеспечить вот надежное электроснабжение
вот мы сделали все, чтобы это сделать, но если вот что-то кто-то поломает, то да, то мы не сможем. Ну, то мы не даем никаких гарантий. Ну, тут было бы понятно хотя бы, что какая-то работа ведется, что что-то сделано, что-то починено, что-то настроено. А так получается, ребят, деньги выделяются, но куда они деваются, господи, да не ваше это дело. Ну, починим мы вам сейчас эту электроподстанцию, ну, а завтра туда там какая-нибудь герань начнет свисти. Два. И все, и смысл деньги туда вкладывать. У нас для этих денег есть другое применение, как бы подразумевает этот персонаж. Так что думайте, дорогие друзья. Вот. И если говорить более обобщенно про текущую ситуацию, то, глядя на голые цифры, даже с учетом вот тех откровенных завышений, которые мы слышали на протяжении последних месяцев со стороны представителей руководства Украины, то надо заметить, что при текущем уровне потребления электрической энергии, доступных мощностей по производству электрической энергии Украине должно хватить. То есть Украине, ну, в лучшем случае требуется, ну, где-то, ну, 100, ну, 120 миллиардов киловатт-часов в год. Это мы берем только подконтрольную Киеву территорию. Если 120, я прям удивлюсь. Ну, допустим, 120. С чем мы это можем сравнить? С потреблением Московской области, вот, точнее, с потреблением Москвы и области. Москва и область потребляют порядка 125 миллиардов киловатт-часов. Да, вся подконтрольная Киеву территория потребляет в лучшем случае примерно столько же, сколько Москва и вот, ну, сколько московский регион. Ну, хорошо. Пиковый спрос на мощность в московском регионе порядка 17 гигаватт. Ну, давайте завысим 19 гигаватт. Есть ли эти мощности на подконтрольной Киеву территории? Есть. Точно есть. Тут вопрос в другом, что где-то густо, где-то пусто. Где-то электросетевых мощностей будет хватать, чтобы эту электрическую энергию доставлять до конечного потребителя, а где-то не будет хватать. Что в среднем, средняя температура по больнице, она весьма оптимистичная, но как только мы заглядываем в инфекционное отделение то оказывается, что нет. Вот поводов для оптимизма практически нету, что они практически отсутствуют. И в данной ситуации, ну вот руководство, ну как руководство, некие персонажи из Запорожской области, с чисто украинскими фамилиями, конечно же, вот. Иван Федоров, да, как первопечатник. Так вот, вот эти чудесные персонажи, они как бы говорят, ребят, нам пофиг. Не, ну вы должны войти в положение. Будь вы на нашем месте, вам бы тоже было пофиг. Через ваши руки какие-то деньги идут. Ну какой смысл на вас их тратить? Но все равно все поломается. Оно и до 22 года ломалось, а теперь-то, Поэтому, ребят, ну каждый сам за себя. Каждый сам занимайся вот этим, чем ты там занимаешься, теплоснабжением. Купи печурку, купи дизельный генератор, все, централизованного электроснабжения не будет. А если централизованного электроснабжения не будет, то вам, то есть если не будет централизованного электроснабжения, о чем говорит представитель государства, то есть государство умывает руки, снимает с себя, ну, как бы говорит, ребят, камон, ребят, то вам это государство точно нужно? Вот оно вот вам прям необходимо, да? Думайте, дорогие друзья. Ну вот. На сегодня, пожалуй, все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляет, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего. Ну и подпишитесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек».